Привет всем. Да-да, так получилось, что я снова на связи. Не знаю насколько, но сегодня-завтра точно. Меня пока освободили от работы на пару дней. Тут нюансик один. Вот, не знаю, правда, я играть, наверное, тоже не смогу. В бильярд тут только не пробовал. Короче, с пальцами маленько проблемка. Ладно, ну ничего, бильярд поиграем немного. Вот по поводу всего остального пока не знаю. Блин, не ожидал, конечно, что мне придется вернуться. Так, да, я же как бы неделю дома, неделю на работе. А тут вот так вышло, как бы. Ну, короче, пару дней я здесь. В общем, запустил бильярд, играем в русский бильярд. Вот. С этим опять жуликом. Я уже не знаю, как назвать по-другому. Компьютер, который строит из себя новичка, в итоге жулик. Ничего. Уже как-то привыкаю понемногу. Так, в этот раз, наверное, на зеленом поиграю, полотне. Попробуем. Так, кий деревянный тогда. Не надо мне готику, давай классику. Так, подвал. Ага. Играем с да, любительно. Здесь все равно кнопку надо использовать. Но она одна, так что справимся. Что-то без музыки, надо музыку выбить. Значит, будем заниматься редактором тогда. У меня там в ДКСе надо миссию создать, парочку хотя бы. Я уже думаю, мышкой-то работать смогу. Ну, посмотрим, может, блин. Я говорю, сейчас день-два, может, все ништяк будет. Да, блин, палец еще самый стрёмный, зараза. Самый основной на клавиатуре. Блин, я так не ударил. Да, попробуем. Вообще тонко сыграл. Вау, нифига себе, ты меня удивил. Как ты так сделал? Зато сейчас, если вот так вот играть не сможешь по каким-либо причинам в игры, типа как Тарков, да? Пошел бильярд, поиграл. А что тут? Одна кнопка нужна всего лишь и мышка. Кнопка на клавиатуре.
Хоть бы в начале бы, да, как-то поскромнее, что ли, играл этот интеллектуальный монстр. Блин, а хоть правой-то могу что-нибудь делать. Ну почему могу мышкой управлять? Два. Что мы с ним вровень идем? Сейчас он начнет тут чудить. У него это дар меткости откроется, но... О, что вообще прям в лоб ему звезданул. Ух ты. Тут еще есть. Мимо. Это все четко идет, только не заходишь. В смысле, блин, я вообще не туда хотел его ударить. Обманывает. У Кия косоглазие. Интересно, здесь может у Кии быть косоглазие? Как там правильно? Не косоглазие, правильно. Когда ты вроде ударяешь, вот как ты видишь, а он бьет туда, куда у него запрограммировано. Кососкриптование. Нет, неправильно звучит. Короче, надо придумать этому название.
Чего вот у меня туда дурак не заходит? У него так классно туда идут они. Давай, давай, подкатывай его. Вот так вот. Это славненько. Блин, от борта, правда. Он свояк такой. Такой классный, незабиваемый. Ну, нет, он не пойдет у меня. Но он это... Вот так вот опять будет на лузе. Блять. Блин, такой шарик был классный. Жаль, не получилось. Что у меня это маленько с глазами. Блин, что-то как-то это... А, о, подожди, вот этот можно сыграть. Блин, ну его надо прям... Отсюда, наверное, что ли? А, нет, отсюда не получится. Вот его маленько от борта бы отодвинуть. Можно было возврат его маленько сделать. Он ударился бы об тот, маленько вернулся, ушел бы в центр. А так нет, не вариант. Здесь этот не получится, он вот борт, в угол лузы идет. Ладно. Ах ты, маленько. Ой, Игорек, привет. Привет, привет. Дела? Блин, это пипец. Это как выражение, пока не родила. Плохо все, Игорек. Я такой на работу с рвением бежал. И так глупо получилось. Маленько это... Поторопился с одной штукой. Короче, во. Теперь он, видишь, сижу. Надеюсь, недолго. Да резанулся хорошо. Давненько, кстати, не было такой дряни. На больничный пока отправили, так, на пару дней. Да рука нужна мне, а без руки-то как я
Кнопку-то еще могу нажимать более-менее. Запчасть откручивал и соскользнула рука. Там надо было сильно ее срывать. Ну и все. Пересилил. И силой до хрена, как обычно говорят. Сила есть, ума не надо, да? Переборщил с силой. И все, как отпружинила рука. Как по лезвию прошелся. Поэтому... Вот, ну примерно так это только с рукой было. Я просто показать хотел. Так что... Пока я на больничном. Замену нашел пока себе. До свадьбы? Не, братан, не надо мне больше свадьбы, мне хватает же. У меня их и так уже 2 было. Больше не хочу. Давай на второй остановимся. Че, меня это догнал, что ли? Блин. Я с тобой так не играю. Ты читер. Да, нормально все будет. Какой до свадьбы? Че? Сейчас пару дней и все. У меня, прикинь, я, короче, вообще там просто жестко было. Я сам успел там быстренько. Че смог, под руки попалась салфеткой, короче, все там. Блин, день проходит. Это, да даже не день, вечер или ночь прошло, у меня уже все заросло. Как ящерица. Сейчас да, маленько еще и все, и вообще все нормально будет. Зажило быстро вообще махом. Заросло, так сказать. Блядь, да ты чё, издеваешься, что ли? Какого хрена? Второй раз уже такое говно. Что-то как-то день стал короче, тебе не кажется? Разве? Нет, у нас все нормально с этим вообще. Нет, не обращал внимания. Че, у тебя темнеет раньше, что ли? Нет, у меня нормально, как было, все таки осталось. Да иди ты в жопу, почему, что тут, что происходит с этой игрой? Чего они меня прыгают-то, я не могу.
Тоже не смешно. Уже второй раз прыгает, прикинь. Блин, слабо бьешь, он не заходит, сильно бьешь, он летит куда-то вверх, на луну. Ну, вот сейчас фол мне еще засчитали. Было 5-5. Не, они как бы могут вылетать в бильярде, но это надо либо когда ты сам бьешь. Здесь-то я бью-то такие всегда ровно по шару ударяет. Как вот с таким ударом он может вверх взлетать? Ладно бы я там под низ бы его бил, или допустим прям сильно бил. Что-то маленько тут в этом плане косячок, мне кажется. Но я не могу сенс убавить. Если я меньше сделаю, опять не удар будет, а какой-то, не знаю. Как будто я этим лузом пасовать буду накатом. Мне-то надо забить. Опа. Подкат. Сейчас центр забьет. Что завтра поделать? Не знаю даже. Не, я имею в виду это. Что постримить? Из того, что стримим. Что-то надо поиграть. Ну, блин. Типа как Тарков, конечно, мне не знаю, не получится нам. Нет, Тарков был. А в ДКС миссию делать. Быстрее сделаю, быстрее полетаем, нормально. Не, вообще не туда. Да ё-моё, ты смотри же, он все подкатываю на центр, блин. Вот это, конечно, еще хуже. Ну, тут партия вообще. Ну, просто значит, если удар неверный получается, бывает как бы вот ты отыгрался, бывает вот так вот подкатил и все. Самое фиговое. Да что такое, я же... Какой нафиг лоб? Так, давай сенс маленько убавим.
Я же вроде его не в блок бил. Все туда не заходит. Да что такое-то? Уже траекторию вроде правильно подобрал, да? Ну, у него, блядь, с любой траектории летят, вообще пофиг. Сейчас начнет опять фантазировать. Даже вот хочешь, что, допустим, вот где-то в лоб, да, удар, чуть с отклонением берешь. Вот сейчас работало отклонение. Просто надо о нем говорить. Я отклоняю, все тогда. Может через микрофон игра слышит. Как заказ делаешь, шара бьют лузу. Ну что тебе надо? Ну почему ты туда не зашел-то опять? Бредятина, блядь, иногда такая вот, честное слово. Короче, этому боту постоянно везет. То шарик не зайдет, то еще какое-нибудь говно. Угу. Блин, свояка тоже можно сыграть. Сейчас вот беру с отклонением, он возьмет опять в лоб стрельнет. Я говорю, надо заказывать. Вот я, хоп, говорю, беру с отклонением, и все, игра тебя слышит. Мы просто маленько не понимали, как это работает. Сейчас мы это понимаем. Вот, сейчас хочу опять вот взять с отклонением чуть-чуть. Угу, видишь? Везде есть слабые места, да? Главное их нащупать. Сейчас хочу подрезать его вот в ту лозу. Маленькая. Во. Видишь? Заказ работает. Нормально. Вот. И сейчас хочу свояка забить вот в ту лозу. Нет, не такого. Не через него туда, вниз. Блин, опять в лоб попал. Скотина, не делай больше так. Бесит он. Просто бьет и вот такую херню делает. Ты тут, значит, сидишь, метишься, как снайпер в засаде. А он просто их берет, плюется в них, они у него залетают. Балабол. Стоям.
Блин, ну это уже вообще дичь. Я уже даже сенс убавил один, фиг, он туда летит. Шарики, космонавты, это полный пиздец какой-то. Блять, чем я больше играю в эту игру, тем я вообще это спать без нее не могу. Бить конем? Ну да, я им, кстати, этим всегда тут компам говорю, ходи конем. Он читом ходит. Жулик. Сейчас бы уже бы выиграл, блин. Нет, опять этот фол. Пошел в жопу, вот честно. Это бота сделали вообще охеревшего. Любитель, прикинь, это вот любитель игры. Просто бах, 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 бах. Ну это какой-то бред. Тут, кстати, запускал как-то тоже Грандмастер или кто. Вообще невозможно с ним играть. Сам собой чувак играет. Интеллект это и все. Смысл вообще делать этого чувака? Да по мне так вообще какой-то... Просто прийти посмотреть, как он катает, короче. Ты смотри, он меня партию выиграл, получается, и до сих пор борзеет. Ну что творит? Так. Нет, не канает. Давай заново. Это, короче, опять скрипт дерьма активировался, я знаю. Ну это бред. Это, короче, такая вот ерунда происходит. Я не знаю, то ли у них сложность проскальзывает, как-то не так активируется. Он просто, он тух-тух-тух, он как этот катает, блядь, эксперт. Ну какой-то любитель. Я знаю, как тут любитель играет. Че мне тут дурака-то корчить из меня? Ты видел тоже, как играет любитель. То, что он начал там исполнять, это точно не любитель. Опять сбой скрипта какого-то. Где скрипт коряво написан на сложности этого бота? Я, короче, когда вижу такую игру, я сразу перезапуск делаю, потому что я знаю, к чему это приведет. Он будет просто тебя раскатывать каждую партию, и все. Сами привет. Совесть-то надо. Какая совесть? Роботу про совесть говоришь. Ну ты чё? В смысле он туда шел нормально? Ведь опять ему удара не хватило. Вот какой смысл вот этого удара? Объясните мне. Может, я что-то не понимаю? Показать, что ты через пятый можешь забить, что ли? Ну ты же любитель. Дебил какой-то записывал этого бота. Ну иначе я назвать не могу. В русский бильярд так не играют.
крученый. А, здесь крученые что-то не идут. Ну как они это через раз? Своя крученая может... А, подожди, нет. Ну, я про своя, как говорю, в основном-то свояков и кру. У меня заходили, парочка было. Но все равно они редко заходят. Блин, самые стрёмные шары вот эти от бортов. Вообще не видишь траекторию нормально. Чем не экшен, так же стреляешь. И иногда от армы, от Таркова отдохнуть. Тух, партия, прикинь, в одну лузу. Сам в шоке. Просто на чужаках, прикинь, вывез одну лозу. Сколько? 4 шара, да, я разбил. Блин, близко сильно стоят. Можно было эти разыграть. Чтобы глаза бы не слепались, вообще было бы здорово. Блин, надо спички с собой брать, когда в такое время играю. Угу. Почти. Почти не попал. Ах ты хитрый лис, я-то таки не бью. Хотел смухлевать опять так. Чуть-чуть надо было, а я сильно, да, отклонил. Ну что это было? Вот как это называется? Вообще не понимаю. Вот что это, блядь? Ну, такой-то дебилизм какой-то исполняет вообще. Ну. Просто какую-то херню ударил, у него хренак шар залетел. Ну что это за игра такая? Ну ты бей нормальный, свояки, чужаки, блин, как все играют. Какую-то ерунду позаписали, говорю. Не, я понимаю, сбой у них в скриптах срабатывает, но что-то, блин, я уже
перезапустил, и то у него опять такая фигня, не знаю. Что мне кажется, этот бильярд, он становится для меня полным сбоем уже. Вот он классный сам бильярд, стол, шары, они прям как в реальной жизни. Но вот этот олень, который с тобой играет, это вообще нереально. Так не играет бильярд. Даже любители. Он играет, он в тупую американку с тобой катает на русском бильярде и все. Американки другая игра, свои правила. Ну, блядь, здесь с такими лузами такие шары закатывают. Ну, ладно, в американке вот они там катают. А вообще невозможно играть, кстати, здесь же американка есть. Там любителя ставишь, он такую исполняет фигню. Самое вот что стрёмное, вот ты выбираешь, допустим, сложность новичок, он вообще палкой по башке себя бьет почти. Ну, кием. Выбираешь любителя, вот он такую ерунду исполняет. Кого выбирать-то, какую сложность? Дебила или читера? Вот и выбирай. Нормальной сложности-то нету, вот в чем суть. К сожалению. Что такое нормальная сложность? Это брать и просто вот сейчас вот он шарик. Возьми, вот, ударь его вот тем, не знаю, своячка какого-нибудь или что. Ну вот такого свояка можно забить, я согласен. Вот. А не через третий шар играть. Показывать фокусы. Траектория была выбрана нормально. Удар, сила опять не та. Я просто начал это уже замечать. Если он играет нормально, то я играю с ним. Если он начинает фигню творить, то я прекращаю играть. То есть уже я вижу, когда он играет нормально, когда нет. Вот и все. Так что будем так тогда играть, а как? Даже дурак и то передумал туда заползать. Что это? Браво, можно тебе ногами похлопаю? Так, сейчас отойду. Порадоваться хочу за чувака. Не, эти шары нормально он забил. К нему вопросов нет. Один вопрос, зачем ты их бил? Это мои были.
Я себе их на запас оставлял. Это мой резерв. На лузы их насадил. Что я это на свояках опять играть перестал. Не знаю, что интересно чужаки бить всегда. Вот сколько, ну я как бы могу свояки тоже забивать, если я захочу ими играть. Но я потом что-то опять иду играю, и все равно чужаки, блин, забиваю все. Это уже все, это уже интерес такой в игре. Бить что-то такое по прямой, так сказать. Еще забить надо. Бывает вообще либо в шар не попадешь. Вообще прям далековато от истины. Вот. Точку видишь, не нащупал и все. Ну вот. Такой же, как у меня был. Вредный шар называется. Что-то я не могу понять. Блин, вроде вот центр шара видишь, да? Чуть-чуть думаешь, сейчас отклонишь, он вообще куда-то. Вроде там миллиметр, чуть-чуть. Интересно, тут сенс этот.
Иногда непонятно, как он работает. Забавно. Просто как я в реальном бильярде помню, такой шар, туда очень сложно забрасывается, а тут они, оказывается, нифига не как легко туда заходят. Зато свояк не идет ни хера. Прикольно. Эту дрянь заходит, а свояк нет. Че это он решил партию отдать, что ли? Ну и ладно. Сейчас, скажи, я тебе отдам партию, подожди. Да он может легко отыграться, эти две партии, это фигня вообще. Хрена себе, свояки какие у него хорошие идут. В центр тем более, да? Тонко себе.
Eu falei pra novinha que hoje tá no grau. Me viajando na pegada do marginal.
Блядь, у меня микрофон вырубился. Я думаю, что ты меня не слышишь? Микрофон выключен. Блин, сейчас эту кнопку уберу, подожди. Ну что, горячая клавиша опять стоит? Да? Район нафиг. Смотри, не хочет и все. Я хочу ее убрать, он ее не убирает. А, вот, все. Клавиша стоит на кнопку на мышке. Я случайно, видать, ее задел, микрофон вырубил. Да все отлично у меня, все хорошо. Как у тебя дела? Микрофон вырублен был просто. Теперь я понял, почему меня не слышно. А я думаю, странно, я вот вроде разговаривал, слышно было, а тут... А, вон в лузе сидит, да? Ну как сидит? Ну, еще не факт, что зайдет, конечно. Надо выбить. Сложность тут непонятно. Я просто не знаю, с кем тут играть. Вот я не считаю себя новичком, конечно. Но просто когда ставишь тут этих чудаков, они такую фигню вытворяют. Просто не целясь. Берет тебя, раскатывает. Как нубака какого-то, блядь. У меня неплохо. Вот решил в Арма 3. А чё в Арма 3? Арма 3 уже все. Ну как, не, может для кого-то не все. Сейчас уже в Reforge сидим. Я уже давно из Армы 3 ушел. Теперь в Reforge играю. А зачем тебе редактор? Для кого ты это будешь делать? Для себя? Сейчас уже в Арму 3 народу мало очень играет. Те, у которых Reforge не тянет в основном. Да, Reforge требовательная игра, но она намного интереснее по движку в боях. И эффекты там реально как в бою в каком-то. Чему можно? Там редактор единственное надо осваивать. Там свой редактор. Там есть у них этот мастер игры, который ты можешь такой редактор, как бы зайти просто себе миссию какую-нибудь слепить. И есть редактор через отдельное приложение, но его надо осваивать. Не, конечно, не такой же, как в Арме 3 он. Там свой. Там свой редактор, но его осваивать надо. Да я поэтому и забросил нафиг. Я когда-то этому 10 лет посвятил своей жизни. Нет. Этим надо заниматься, это куда-то дальше тогда идти, а смысл изучать столько его, чтобы просто в миссии поиграть. Ну вот редактор в ДКС симуляторе, допустим. Ну там, да, там изучаешь его, просто в миссии поиграешь. Арма 4 скоро будет. Ну, блядь. По мне так это то же самое, как Тарков. Бета-релиз вышел. Ну тот же Reforge выйдет, да и все, только его 4-м назовут. А что изменилось-то? Ну, я имею в виду это... В армии Reforge. Что такого изменилось, что она Армой 4 станет? Не, ну мне нравится Reforge, конечно. Но она глобально-то не поменялась. Как была Reforge, так и осталась. Посмотрим, что там будет. Ладно, не буду отражать. Все, у меня уже, короче, косоглазие. Надо эту партию сейчас сыграем. Пойдем отдыхать уже. Уже
что-то кривить начал жестко. Так что не трать свое время на редактор. Сейчас уже спросом не пользуется он особо. Чисто как ностальгия. О, Арму вспомнить. Но сейчас уже большая часть в Reforge перешла. Так, ностальгия. Не, я, знаешь, если бы я был бы просто как игрок, может быть, я тоже ностальгийничал. А сейчас, блин, столько нервов в нее убил. И то, знаешь, поначалу ради себя, потом вообще не ради себя. А сейчас я играю и кайфую ради себя. Тоже много времени убил, ну вот. Так что мы друг друга поймем. А чё у тебя компьютер Reforge вытягивает? Нормально? Не ставил, не пробовал. Там просто на земле намного интереснее движок. Там пехоты приятнее играть, чем в Арме 3. Я вот в Арме 3 пехоты заметил, я там не так часто играл, как я вот ездил на технике, на авиации летал. Это не потому, что я прям любил только этим заниматься. Нет, просто движок был не очень там пехотой бегать. На технике там интереснее ездить. А вот в Reforge мне наоборот на технике почему-то не нравится. Мне больше нравится пехота. Да, вот так вот, ну. А еще там боты интересно. Вот я сейчас играю на USR проекте PvE сервер. Ну, там боты у него классные вообще. Они тебя начинают. Как знаешь, вот помнишь, играл. Ты играл в операцию Flashpoint? Что-то типа того. Такие же хитрые, обманывают тебя, обходят, пушат, блин. Не, ну классно, классно. Нет, не вытягивает, не обновлял аккаунт с 18 года. А что у тебя за видеокарта? Там видюха нужна? Видюха там нужна, но игра требует видеокарты. Ну, мой тебе совет. Если будешь обновлять когда-нибудь комп, Reforge лучше бери, осваивай. Не пожалеешь, я тебе говорю. Я тоже, мне тяжело было перейти с Армы 3 сразу. Я как-то Reforge вообще не воспринимал. Не знаю, тем более эту холодную войну мне вот она вообще не вкатывает. А тут просто меня позвали на сервак на USR. Вот я сейчас играю. Ну, то есть я по-другому глаза открыл на игру. Намного интереснее.
сильнее надо. А, редактор любишь? Ну, я просто уже наредактировался уже все. Я тоже его любил когда-то. Просто вот этот интерес, когда ты сам не замечаешь, как ты просто время убиваешь в нем, серьезно. А времени очень много уходит там. Ты просто этого не замечаешь. Каждая разработка чего-либо в жизни требует времени. Вот. Я считаю, если ты занялся разработкой, ты должен какую-то пользу от этого себе иметь. Не просто вот это в комментариях говно, 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 говно. Ну, как обычно бывает. Ну, я тоже думал, в Reforge будет такое. Но, увы. Ты думаешь, я долго смирялся с этим, блин. Когда я узнал про редактор, увидела, ё-моё, все, пипец. Да сейчас не будет оно будет постоянно все меняться, постоянно. Арма уже не будет такой, как раньше. Люди меняются, разработка меняется. Сейчас люди, они такие, я тебе говорю, не вечные. Это раньше они вечные были, а сейчас... Подожди, вот я не удивлюсь, если Arma 5 уже эти разработчики Sims 5 будут делать, а Arma 5 другие займутся. А почему? Потому что деньги нужны. Больше. Сейчас уже все делается ради этих вот этих. А так нету смысла тогда. Так что. Все, деньги, да. Вот вам новичок. Он вообще не играет. Сейчас ставишь любителя, тот вообще начнет опять эти кунг-фу бильярд показывать. Я не знаю, с кем тут играть, честно. Слушай, ну новичок это как, знаешь, как будто ты сам с собой играешь. Ну, пускай будет. Я и хотел играть тут сам с собой, а не с этими аишными балаболами. Если бы они играли бы правдоподобнее, еще как-то приближенно, как на самом деле играет игрок в бильярд, то я бы еще бы, может быть, кайфовал от этого. Но когда я вот вижу бред вот этот... В Reforge разные серваки есть. Вот у меня сейчас есть и PvP, и PvE. Два сервера. PvP тоже интересно играть. Просто надо освоиться, привыкнуть. Не знаю, мне и там нравится. Просто PvP я сейчас не заходил тогда, потому что мне постоянно за синюю сторону кидает, а я не хочу постоянно за синих играть. Я хочу с калашиком походить. Мне тонко надоело на мне. Классные там серваки вообще. Ребята там нормальные все.
общительные все, знакомишься, играешь, помогут, подскажут, подтянут. Вообще без проблем. Разные возраста. Есть молодые, есть взрослые. Есть дядьки. Ну, уже такие взрослые. Да. Ну, ё-моё. Ладно, хоть не через мою голову туда зашел. Хрен пойми, где у него центр. Вроде туда щупаешь, он отклоняется. Так, тоже отклонение. В PvP я на Red Beer играл в Arma 3. А я в Arma 3 немного играл. В онлайн вообще сидел, говорю, в редакторе, как это в подвале трудился. Как работяга в подвале. Купи, но главное, чтобы у тебя компьютер вытягивал. Ну, там мне нравится графика красивая, если видюха хорошая, позволяет, там можно неплохо поиграть. У меня до этого тоже не сильно прям, ну как, средне-высокая у меня стояла раньше на видеокарте 1080. Но как-то не знаю, не то. Reforge я все-таки считаю, надо на ультрах играть, тогда ты кайфанешь. Вот. Я вот когда начал на ультрах гонять, вот тогда я кайфанул. Не, там реально красивая графика и эти эффекты, все, ну классно вообще работает. Мне нравится там бой в городе особенно. Вот этот движок Reforge, он мне прям... И в окно можешь залезть, допустим, в некоторые здания забегаешь, там нигде не застреваешь в говне ни в каком. Гранату в окно реально там бросил. Не, классно, очень комфортно. Вот эти взрывы, звуки, вот эти прям... Не, это надо кайфануть, поиграть. Да что такое, да блин, вот какой раз уже такой шар, он мне просто не хочет заходить. В натуре новичок, блин, -2 себе фоллоу заработал, это как? Что-то шутник, конечно, но... Да, можно через люк, конечно, там. Мы тут как-то с пацанами играли на USR проекте Абрамс. Это такое чудо, это пипец. Они все не могли экипаж оттуда выкурить. Это так смешно, вокруг него бегают. Все-таки смогли его как-то выкурить оттуда. У меня даже нарезка есть. Вот что такое танк называется на канале. Слушай, мне теперь что-то это... Мне кажется, здесь ки, он как-то удары, они то ли сами косят иногда. Вот ты вроде бьешь так, ну типа как у нас же бильярд более к реализму. Не всегда точно удар получается. От борта так он вообще кривой здесь. Ну, как и в реале, от борта надо еще суметь сыграть. Я вот вообще шары от борта не бью в реальной жизни, потому что они... Ну, вот что-то типа такого, только еще ближе. Неудобно их бить.
Где в Reforged танки, да? Я не знаю. Нет, недавно они там. Там же, я так понял, в начале вышли эти только БТРы, по-моему. А какие нафиг БТРы? Что там было вообще, я даже не помню. Там мало чего было. Холодная война там. Там даже боты ни на транспорте, ни на вертолете. Кстати, на вертушках там такой трындец вообще. Лучше не попадаться под обстрел. Боты вообще такое творят там на этих вертолетах. Ну ё-моё. Что это? Карт? Почему? Ну, там карты мне, допустим... Не, картам нормально тоже. Мне вот карты нравятся. Там Кундуз красивая карта. Колгуев красивая карта. Вот, тот, в котором мы играли. Потом есть пустынная карта еще какая-то там. Пустынные мне не очень там. Не очень они. FPS, да, в плюс дают, как бы, но... Все-таки степь где там красивее. Я не говорю, что пустыня фигня. Ну, по графике, если на ультрах играть и кайфовать от карт, то вот самый лучший вариант это Колгуев. Он вообще прям красиво выглядит. Не, кстати, на Авероне тоже места есть красивые. Вроде мне попадались. Короче, я теперь понял, с кем мне расслабляться. Если что, если вот хочу просто покатать шары, то я вон новичка поставлю и все. А если я хочу нервы себе потрепать, то и он можно с любителем поиграть. Балабол еще тот. С новичком можно оттачивать удары. Сейчас, наверное, попробую эту партию чисто на свояках поиграть. Редактор карты есть нормальный. Там есть эти отдельные, они идут как бы tools, утилиты отдельно, но их надо осваивать. Да, там есть, там можно и делать. И моды делать, и миссии создавать. Все там можно. Так там свой редактор. Все свое. Так. Блин, не пойдет. Да, там отдельные, но эти утилиты. Так, ну что, давай тогда практикой заниматься. Эти свояки. Ага. Не, друга. Это надо выбивать. Как я про него-то забыл.
Ну ты, сука. Ну, типичная, как всегда. Ну, тут, ну, как вот это называется? И он не хочет им играть. Слушай, давай через 10-й, как и новичок делает. Он как-то через 10-й их забивает. Ой, этот любитель. Ты поздновато просто, наверное, с ней познакомился. Ты с какого года и вообще играешь в нее, точнее? Помню серию Flashpoint, как познакомился. А, ну вот. Ну ты говорю, там чем-то вот они напоминают боты в Reforged, с которыми мы сейчас играем. Что-то из той серии Flashpoint, только они еще жестче. О, давай еще туда свечу. Блин, в лоб его попал. Было бы классно, если бы он бы туда еще залез. Ай-яй-яй-яй. Сэкономил на ударе. Да, блин, не знаешь уже как бить. Сильно ударишь, он у тебя в космос летит. Слабо ударишь, он у тебя вообще понюхал лузу и остался там. Так, не, давай попробуем вот на месте его бы как-нибудь остановить. Нет, не остановил. С 15-го года, да? Ну, нормально. Ты ее давно знаешь тоже. Если я вот с 11-го года начинал вообще с редактором заниматься, ну это была Arma 2. Ну вот Arma 2. Ну, давно редактор тоже уже изучаешь. Или ты просто как игрок был раньше? Тебе не до редактора было? Тоже как момент. Бывает, игроки играют, потом, слушай, пойду я что-нибудь сам попробую научиться делать. Это вот как у меня в ДКС в симуляторе. Вот играл, потом подумал, ну их нафиг. Миссии эти. Пойду сам сделаю себе миссию. И все. Чего? Точки вспышки. Dragon Racing ты имеешь в виду? Часть. Мне не понравились, они не зашли, эти ОФП. Что-то мне как-то они не очень. Ужас. Картина смазана, имею в виду. Сейчас я. Музыка классная. Потом потанцую, схожу быстренько. Да не, сейчас пару секунд.
С флешпоинта Dragon Racing. Нифига себе. Ну, это что-то новое для меня. Там еще редактор был, офигеть. Я даже не то, что редактор, я даже в игру особо не горел желанием. Я зашел, что-то попробовал. Вообще не зашло оно мне, не знаю. Не, ну, каждому свое, как бы, я ничего не... Ну, мне не зашла она. Короче, пока ты изучил редактор Arma 3, Arma 3 превратилась уже в Arma Reforge. У меня в Arma 2 так было. Тоже как-то уже, ну, начал такие самые фишки, уже освоил все. Думал, сейчас, удивлю игроков. И тут игроки-то меня удивили быстрее. Забежали все в Arma 3. Было пипец как непривычно. Резко все произошло вообще. Просто компанию выкладываю, уже у нее спроса нет. И мне пацаны пишут: а все, Лех, мы в это... Мы в Arma 3. Прекрасно. Ну ничего, мне пришлось то же самое, только в Arma 3 сделать. Да так, еще месяцок, подумаешь, потратил. Ну ничего. Так что редактор — это такая штучка. Да? Тут даже вот я вот все-таки, как вот всегда говорю, что вот если бы я бы там деньги бы зарабатывал, то может я бы сидел. Нет. Я же пробовал и за деньги продавать. Нет, у меня просто вот я перегорел, все. То есть у меня тогда был интерес, когда я создавал. Ну, поэтому у меня и миссии, наверное, были какие-то компании для людей интересные, да? Потому что они были сделаны не для денег, вот, не для того, чтобы там кому-то показать, что вау, смотри, как я умею, а ты нет. А сделано чисто для игры, от души, если так сказать, для игроков. И все, потом со временем просто уже угасло. Все. С возрастом, просто я так тоже не молодой. Так-то уже 36-й будет сейчас в августе. Уже все, дяденька взрослеет. Бля, года летят, пипец. Вот вроде 30-ку отмечал 6 лет назад. Приятно, все равно заходишь в поисковик, ну, или Алисе говоришь: знаешь, Лекса 90. А, это тот, который командировку на Донбасс когда-то создал. Блин, вот спалился-то я с этой компашкой вообще. Теперь весь интернет не знает. Это, походу, одна компания, которая выстрелила везде, да? Ну, прям сильнее всех. Чё печально? Печально то, что 36 или что? Или то, что редактор перегорел? Ну, блин, ну всему свое время, как бы, не все же в нем сидеть. Ну, как видишь, к играм вообще не перегорел. Наоборот, играет с интересом. Я тут еще канал блогерский создал. Ну, такой, по работе. Тоже решил себя в этой теме попробовать. Время, да, время летит, пипец. Я не заметил даже, как оно пролетело. Ну, я могу обосновать, почему оно летит. Оно не летит тогда, когда ты студент. Потому что, допустим, если ты не учишься,
ой, не работаешь, точнее, а учишься, и тебе помогают родители, вот, для тебя время, оно быстро не летит. То есть ты наслаждаешься жизнью. Вот, ты не паришься, что тебе там, о, быстрее бы месяц пролетел. Нет, ты каждым днем просто наслаждаешься. Либо на учебе там, потом каникулы, балдеешь и все такое. Конечно, оно, время, оно для тебя дольше идет, и ты наслаждаешься этим днем. А когда ты начинаешь работать, а работа это что такое? Это заработок, это зарплата. Логично, тебе нужна зарплата. Вот, есть как бы заработок, ты можешь ежедневно, да, получать деньги, а есть заработок, который дается за месяц в определенную дату, да. Вот, и начинаешь вот эту определенную дату ожидать постоянно. А тебе, чтобы ее быстрее дождаться, тебе же надо, чтобы время быстрее летело, логично. Вот и все, и вот у тебя жизнь и пролетает. Ты просто зарплату ты ждешь, и все. Ты даже можешь свою жизнь посчитать, ну, свою зарплату, допустим, которую ты зарабатываешь на работе. Ты можешь посчитать по 12 месяцев, что ты получишь. Ну, говорю, время быстро летит вообще, когда ты работаешь. Вот такие вот дела. Я вот когда был юным, тоже когда-то студентом, меня никогда никто не гнал на работу. Я спокойно учился, не работал тоже, как бы. У меня время вообще, я говорю, вот я сидел в редакторе, балдел, как бы вообще не парился. А потом, когда я стал работать, когда мне понадобились тоже вот зарплата, все это, тогда и время пошло. Так что дело такое. Блин. Как... О, ну-ка. Опять. Вот опять не попадает туда, куда надо ему в лоб. Блин, такой сложный шар здесь в этой игре, вот такие. Это надо прям до мелочей его нацелить. При моем стопроцентном зрении то я не могу. Опа, выбил. Выбил. Я вообще на больничном, блин. Ты спросил, как дела. Первый день сегодня. Я вот только больничный меня открыли буквально часа 3 назад. А подожди, кого? Че я вру? Уже сегодня, у меня-то, видишь, уже наступил следующий день. Ну, короче, вчера открыли мне больничный на пару дней. Довольный. Подрезал себя немного. Вообще на работе должен быть, по идее. Так вот. Мне же непривычно в рабочие дни дома быть. Что так? Ну, говорю, это руку маленько покромсал. Главное, все на месте осталось. У меня, видишь, работа, как бы я водитель-экспедитор, но мне нужны все руки. Я же как бы физически тоже делаю. Ну, напряжет-то. У меня как бы руки же тоже должны работать, все. Я кого одной рукой я ничего не сделаю.
Я даже будку нормально открыть не могу. Просто неудачно запчасть начал одну снимать. Рука сорвалась и все, а там эти острые были. Все подрезал себе. Ну, благо не все пальцы, так, один. Видать, перестарался я. Ну чё, жить будем. Правда, играть не знаю, как сейчас. Это я в бильярд играю. Так вот сейчас куда-нибудь в Тарков пойди поиграй, блядь. Этот палец у меня, короче, это я на А нажимаю. Я не знаю, как я буду влево, вот так вот влево уходить, без понятия. Я вот тут вообще согнуть не мог, кстати. Это да, опасно. Я думал, пипец там будет. А у меня медицинской-то этой аптечки нету с собой. Я салфеткой замотал влагой, влажной, и все, чтобы не видеть, что там. Рана глубокая была, конечно. Дело такое. Да ну нафиг, блин. Это пипец. У меня давно такой ерунды не было. Да, и последний раз на больничном был, когда где-то год назад, и то с этого. Опять же, я же на борту работаю, у меня это борт опускается. Ну, видел, да, продукты привозят машины это с бортом. Как я тогда учудил, короче. Борт наполовину приподнял, думаю, сейчас в будку залезу, там кое-что надо поправить было. Начал, и главное, иду, вот так вот смотрю, и спиной назад иду. А забыл, что на борт наполовину поднят. Как улетел вниз нафиг на него. Я только помню, что вверх небо видел. Это было уже год назад где-то. Так что бывает, ну, моменты, блядь, глупые тоже. Из-за невнимательности. Блядь, ты смотри, я выбил. Спасибо. Да выздоровим, конечно, куда-нибудь. Иначе никак. Нормально все будет. Не, оно уже заросло все. Я же был у врача. Осталось только, чтобы это... Ушиб, спал и все. Уже все в порядке. Я больше всего боялся, что там пипец сейчас зашивать придется. Нет, оно уже все заросло. Я прихожу, а на врач уже смеется. Так у тебя уже все. Она просто не видела, что там за рана была. Она бы сейчас удивилась, как она так быстро заросла. Я вот одним глазом взглянула. Ну его нафиг, я замотался. Я думал, там пипец. Я так не резался еще ни разу. Неприятные. Ладно, давай не будем о грустном. Все нормально. Да что ты... Фига меня новичок уже начинает выигрывать. Ну как не выигрывает, он меня догоняет. Он 2 шара забил. У меня тут вот отпуск в августе, блин. Я думал, до отпуска-то я наоборот сейчас поработаю хорошо. Не знаю, я вот не люблю работу прогуливать.
У меня есть вот мои 7 выходных, и мне их достаточно. А на другие 7 дней я все-таки как бы за работу. У меня график 7-7. Не, ну тут, конечно, я не прогуливаю работу, но все равно непривычно мне сейчас. Я же 7 дней отдохнул, вышел, сутки отработал, вот такая вот ситуация случилась. Ну, вообще я должен, по идее, на работе быть. Ой, что-то я его сильно закрутил. Отпуск. Ну да, у нас с отпусками вообще все ништяк. Я вот отдыхал, когда мы в феврале, по-моему, аж как-то 30 дней получилось. Сейчас вот тоже 2 недели буду отдыхать. Но у меня плюсуется к моей еще неделе, которая выходной. Все, и получается ну, такой отпуск насыщенный. Давай, давай, давай. Ну, 7-7 это как бы график такой, я 5-5 работал. Сейчас вот 7-7. Для меня дико сначала показалось 7 дней, нифига себе работать. А потом, ну, зато 7 дней потом дома, классно. Ладно, давайте сейчас эту партию доиграем, да уже пойду. Что уже начинают. У тебя сколько времени? У меня просто уже 2 часа ночи. Я думал, сейчас поиграем в бильярдик немного. Но я поздно начал, где-то в 11 часов по своему времени только стрим запустил. Так что переходи на Reforge. Не знаю, редактор будешь ли ты там осваивать, нет. Вот, ну. Игрушка классная. Мне вполне зашло. Там, кстати, это... Не компания же... О, не компания, эти эпизоды сделали, как для одиночной игры можно миссию попроходить. Блин, нифига у тебя время еще детское, мне бы такое. 21:58. Чего вот он туда не зашел? Не знаю. Я думаю, там сквозняк, его оттуда выдуло. А ты это... ДКС симулятор тебе не интересен? Самолеты. Тут на канале тоже сейчас стал это ДКС стримить. Но это... Короче, карту себе купил. 3,5 она обошлась. Карту Сирии. Блин, она такая... Прям вот как будто Сирия скопированная. Даже вот эта база Хмеймим, как-то называется, это основная база наших, там войска-то наши были. Она прям там до мелочей сделана. Вот я там сейчас миссию стал делать. Завтра, скорее всего, будем создавать уже миссию. Самолеты в основном будут у нас Су-25, Су-25 СМ.
Да ё. Вообще не туда опять. Ах ты. Мог бы зайти, дурачок. Блин, ну с одной стороны это классно вообще. Сиди, играй вообще не. Вот я просто помню этот бильярд настоящий. Пипец, ноги уставали. Весь день вот так ходишь вокруг этого стола. Ну, допустим, играешь. Да, это весело в компании, классно, здорово. Но у тебя так ноги потом офигевают. Ты же там стоя постоянно. Это еще хуже фитнеса по нагрузке. А вот как они делают карты, я не знаю. Ну, она прям классно, карта так выглядит. Я еще, знаешь, так на пару минут зашел, прочитал вообще, где там база находилась, откуда, ну, чтобы мне миссии делать хотя бы приближен. И она прям, эта база там, прикинь. Я ее вот сейчас маленько обустроил, самолеты поставил, там все. И все, оттуда будем задачи выполнять. Я тут поставил там S300 ЗРК. Там целая этот система. Ее надо правильно поставить. Радары, все это расположить. Пункт управления, чтобы она работала. Ну, там редактор, он чем-то схож, наверное, как в Army 3. Вот, только не надо скрипты никакие писать, ничего. Просто логикой вот это работаешь. Где-то там триггер создал, где-то там что-то. Вот, ну. В основном задача заключается покинуть базу, выполнить взлет, добраться до места, поразить цель, вернуться, все. Там даже проще. Там тебе же не надо пехотой бегать. Самолетом как-то не сложно. Да в армии там, блин, приходилось столько всего. Единственное, там вот этот выбор немного ограничен. Иногда хочется тоже какие-нибудь фишки поделать интересные. В Army 3 все-таки там можно было и то сделать, и это. Всякие там диалоги вот эти. Ну, кстати, там тоже можно эти фразы записывать. Вот я бы, допустим, рад был бы, если там можно было ролики бы создавать. Вот в армии, допустим, ролики. Да, S300 на базе, но это все, что было там. Там S400 я не видел. Да, на базе, ну.
Блин, а как вот назад-то я его верну? Давай попробуем. Короче, сейчас хочу ударить в этот шар, но при этом откатить вот этот, который бью, вот в ту лузу. Но вот, блин, я такое не делал ни разу. Я вот не помню, как тут против лузы. Ну, короче, то, что назад вниз бить, это да. Вот это была нарезка на шот, чтобы стопудово. Так, ладно, давайте на этом эпичном моменте уже будем завершать, а то я уже все сам иногда удивляюсь. Ну что это было, да? Это был правильно спланированный удар. Я вообще-то просто как бы экспериментировал. Конечно, там зенитки все есть. Ну, как-нибудь запись посмотри, если на стрим не попадаешь. Посмотри запись. Да, там и зенитки, все есть. Тунгусские шилки, зенитки, ЗРК, ПЗРК. Там много все. Даже танки стреляют по тебе. Классная игрушка. Так что... Да, все есть. Не, наземки там хватает. Прям классный выбор, хороший. Все. Пехоты бы я добавил. Пехоты не хватает. Она есть, но выбор класс этих специализаций мало. Просто стрелок, гранатометчик и все. Ну и одежда так себе. Десантники вообще он в парадной форме, ё-моё. Вот так. А так все, и танки есть, и вертолеты, и что там только нет. Ладно, все тогда на этом. Нормально поиграли сегодня. Ну, если надо расслабиться, к новичку надо ходить. А любитель. Я думал, любитель как любитель, ну вот как я, будем вместе играть нормально. А он читак еще тот. Какой он любитель-то? Нет, мне не надо таких любителей. В Таркове он их хватает. Любители острых ощущений. Да, я тоже не ожидал тебя, конечно, в чате встретить. Тоже рад был пообщаться. Что там пацаны наголосовали? Метла? Нет, это не метла у меня. Это... Сейчас. Это вторая часть Кия. Ну, у меня Кий же есть свой. Я его просто иногда разбираю. Ну, как, когда мне надо его в шкаф убрать, он разбирается по частям. На две части. Тут его задняя часть, так сказать. Как раз. Это та вот часть, где у тебя находится, когда ты удар делаешь, под мышкой. Вот. Ну, Ки он разборный. А так он длинный, ё-моё. Они же здоровые есть. Ладно, все. Здоров. Все, давайте, хорошего вам вечера. У кого еще? Ну, это у меня уже ночь. Все, завтра увидимся в течение дня. Будем миссию делать. Все, пока-пока.